Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Зубы, и сегодня будем прокачивать Павличка Равика на 14 уровень, да. Дошла имба это до 14 уровня, это значит, что скоро оно станет невероятно сильным. Я, правда, не знаю, качать ли 4-й слот. Сейчас мы, кстати, проверим этот момент, потому что, да, будем мы качать 4-й слот. Потому что, видите, я все до 14 уровня прокачал, а монетки как бы есть, поэтому можно потратиться и сделать, знаете что, вот. Взять вот эти 3 промежуточка и 4-й слотик. Блин, сколько это сейчас, конечно, монеток уйдет, капец. 1200 с чем-то, наверное. Ну, неважно. 8 КХП настоящей имбы. Да. Сюда. Просто залутали. И идем теперь лутать вот это вот. 5 пунктов по 30. Блин, по 30-очке. 30-очка. Ну, в итоге получится что? Получится сейчас 80 тысяч здесь, 120 тысяч здесь, 200к. Ну, давайте 200к залутаем. В принципе, для Равика самая топ сейчас будет. 4-й слотик, плюс 14 уровень, ух. Имбища сейчас будет тащить. Ну и серебряный сундучок, конечно же, как же без него сейчас... О май, это же трубка! Ну да. Жалко, что не клоунский нос, я так его хотел. Как же жить без клоунского носа-то на павлине Рави, а? Вообще не знаю. Ладно. Давайте отправимся к атрибуту, который у меня целый один есть. Это у нас атрибут в лук. И здесь. Ну, честно сказать, не знаю, что взять. Давайте глянем, что по параметрам. 31,91 дальность. Давайте зачекаем, сколько будет. 32,45. Ну, слушайте, неплохо кидает. Почти 0,6 дальности дает. Я думаю, это неплохо. Или 3,77. И... 3,68. Не, ну тут маловато дает. 0,09 секунды, точнее 0,9 секунды. Это такой себе вариант. Скорость тоже не вариант, хотя 4%. Не, давайте все-таки дальность возьмем. Мне кажется, будет профитней. Все-таки Павлин Рави играет очень на дальней дистанции. У него и копье очень дальнее, и все остальное. Ну и в принципе, погнали теперь одевать 4-й слот. Что же взять для этой имбы? Я бы сказал, надо брать щиток. Но щитка у меня нет. Ну и немножко по дефибриллятору не хватает. Но мы сейчас будем играть в командных боях. Вообще, хорошим вариантом были бы сандали святого. Ну хотя, у Рави все то, что нужно долго целиться, поэтому свято... А, бинт вот. Понимаю. Ну, в общем, у Равика все то, что долго целится, поэтому сандали святого на воде, в общем, сложно будет использовать. Хотя копье, опять же, можно... Ну, сложно. Можно, но сложно, поэтому мы возьмем вот этот вот прекрасную штучку, укол адреналина. Я надеюсь, он будет полезный, но мне кажется, он будет бесполезный, и нужно брать дефибриллятор для команды. Но Равик, он, понимаете, в такой ситуации, что если ваша команда сливается, неадекваты какие-нибудь, да, обычные. Ну, вы понимаете. Необычные неадекваты, да. Так вот. Ну, 3 шестерочки, кстати. Магическое число. Так вот. Погнали в команды бои. Если ваша команда сливается красиво, то вы как бы не сможете на павлине Рави подойти и резнуть их, потому что вас постоянно будут отталкивать и дамажить. А у персонажа мало хп, то есть он не способен вытончить много и как бы пройти и резнуть быстро. А значит, нужно брать что-то то, что ему усилит его, ну, лучшие стороны, что ли. Лучшее качество, да. Все-таки сандали святого, может, стоило взять, потому что и как бы подвижность есть у персонажа, да. За счет ботинка, за счет сандали святого была бы очень хорошая подвижность. Плюс можно луком и дробовиком целиться, ну да. В принципе, наверное, так и надо было сделать. Но пока что поиграем с колом адреналином. Хотя могу сказать, что я им, наверное, никогда не пользовался особо. Поэтому на Равике он мне никогда не стоял. То есть, ну, ты слишком всегда держишь большую дистанцию, чтобы пользоваться уколом адреналина. Ну, конечно. Ну, вроде змею неплохо дамажит. Вот видите, вот этот бешеный урон. Просто бешеный урон с павлина. Ну, о чем тут говорить? Еще змея. Да что столько змей? Так, змею продамажили, еще продамажим сейчас. До свидания, змея. Ну, кстати, змея играла с этими, но я слишком меткий. Змея против меня было очень сложно. Слишком я меткий, чтобы змея могла мне хоть что-то сделать. Блин, Никс, конечно, воротливый здесь. Я вряд ли с него смогу попасть. Там еще Яра, блин, бегает. Противников много. Главное, что мы змею убили, кстати. Это хорошо вообще. Ну... Намекать бессмысленно, это просто 8-е никсы, это вы сами все знаете, да. Им же легендарный дробовик нужнее, да. Хотя у меня и дальности, ну, не факт, что я его смогу лучше реализовать, чем 8-й никс. Но, наверное, все-таки смогу. Шансом, наверное, повыше, все-таки это 8-й никс, а я как бы Павлин Рави.
Ну, опять же, это можно реализовать только в более ситуации такой, где противники будут сильны. Если противники будут слабые, то я не смогу его реализовать достаточно. А вот Ник сможет, скорее всего. Поэтому тут, знаете, такая ситуация. Смотрите, он пытается залутать, а у него инструментов нету. Понимаете, это у них уже в крови. Это у них в крови просто. У меня слов нет. Просто нет слов. Ой, да. Эволюция до Никсов еще не дошла. Ну, как бы не осуждаю просто. Никсов у нас больше всего в игре, как персонажи, поэтому ситуации, что вот они так играют, это как бы стандартно. Ничего здесь особенного нету, и как бы... Ну, это просто надо не обращать внимания. Понимать это и привыкнуть. Ладно, надо искать два сквада, которые где-то между собой... Не знаю, может дерутся, может не дерутся. А наш сквад вроде весь здесь. Ну, подождем пока что. Наверное, где-то вот здесь вот подождем. Хотя, опять же, мне в кустах драться не очень комфортно, потому что я не вижу противника. Я вообще, зачем сейчас иду на край зоны? Потому что они же где-то дерутся на краю зоны, потому что мы здесь все обошли. Ничего нету. Значит, они где-то дерутся на краю зоны. И вот я и хотел как раз залететь на край зоны и рассказать, что почем. Так, ну... Что-то такое себе получается пока что залет на край зоны. Ну, пока что бахаем. Ага, сейчас мы на краю зоны останемся, понимаю. Так, уворачиваемся. Змею пробахиваем. Все, змея минус. Доиграла змеюка. Так, бахаем автоатакой. Отворачиваемся. Вроде змея, кстати, сама себя убила, кстати. Или это кто-то из наших нам добахнул. В общем, не суть. Пока что автоатакой бахаем, потому что не надо целиться особо сейчас. Ну ладно, сейчас уже можно прицелиться. Вот Хамелёша там все дела. Не убежишь, Хамелёш, не убежишь. Так, кролик Скипи здесь кто-то бегает дерзкий. Так, отворачиваемся. Пока что дамажим. Делаем все качественно, особо не подставляемся. Что мне тоже откуда-то куда-то аптечка делась. Возможно, где-то около адреналина потерялась. А че они не лутают? Не понимаю. Странно очень. Там против кого-то дерутся. Самое интересное то, что то есть нас с нескольких сторон окружают. Смотрите, какие дерзкие. Бля, даблкил сюда. Вот, смотрите, этот дерзкий бык тоже быкует здесь. Так, ну пока что на автоатаке побахаем. Особо не будем напрягаться. Мне сейчас главное это использовать красиво активный навык, а тут уже все. Тут уже все закончено, уже можно не напрягаться. Зачем он убегает? Что за неадекватно, вы видите, а? Ой, как же они мне надоели, как же они мне надоели. Так, крабик Блин, они так красиво там отлетают. До свидания. Блин, ну вот надо было сейчас мне промахнуться по бегемотику, а? Мог же нормально попасть и добить. Скорее всего, но... Что есть, то есть. Ну вот видите, ребятки, вот такой вот павлин Рави 14 уровня, 4 слота. Около адреналина, наверное, мне все-таки в этом бою помог. Мне кажется, в одной ситуации я аптечку не успел заюзать, и меня прям красивенько в около адреналина почти шотнули. Зацените просто. Зацените это. Зацените. А, я не могу. Я не могу. Я просто не слова. Я просто порвало только что. 36 600 гемов. 36 тысяч. Ой, я не могу. Ничего, такая акция, да? Вообще нормально. 6100. 6100 по скидочке, чё? Надо брать. Особенно с тем, что она у меня уже есть, да? Ой, не могу. Давайте, кстати, глянем цену на гемы. Мне просто интересно, сколько стоит. 2,5к 16. То есть, чтобы набить 36, нужно взять таких 3 набора. Это 7,5к. В долларах это... 1700 долларов, ребятки. 1700 долларов за пантеру. А чё нет? Я ж не ошибаюсь? 1700? Ну да, все верно, 1700. Серьезно, ребят? Нет, подождите, ошибаюсь. Ошибаюсь. 170 долларов. Фу, блин. Что-то я загнул 1700. 170 долларов за пантерку, да? Или нет? Да, 170 долларов за пантерку. У меня слов нет. Просто нет слов. 170 бачей за пантерку. Она в начале, наверное, продавалась долларов, наверное, за 5. А тут, типа, не упусти свой шанс. 170 долларов только сегодня, только для тебя. Оружия нету. Ну, моя команда же будет драться. Зачем им оружие? Они и без оружия дерутся отлично. Не, ну смотрите, смотрите, у них есть мозг. Они
побежали в другую сторону, потому что не понимают, что им драться не с чем. Вы это видели? Вы это видели? А тут еще один склад, да? Или это бот? Нет, это бот, фух, пронесло. А что ты делаешь, гений? А что ты... Кстати, знаете, в чем прикол? Можно целиться немножко в бок вот так вот, да? А оно будет лететь как раз туда, куда надо. Ну, с шансом 50% где-то. Ладно, кролика скипи закинем. О, вроде попал, да, отлично, попадаем. Лутай, Джейд, красавица наша. Не хочешь? Ну ладно, я тогда сам залутаю. Так, ну что, у нас все хорошо? Какие-то неадекваты. Блин, бедный бобер пытается съесть стенку, но не может. Бедняга. Просто он не может, потому что игра его душит. Представляете, как ему сейчас обидно? Он так хотел эту стенку съесть и отхилиться, но игра его душила, не давала этого сделать. Да. Ну, бывает, бывает. Ладненько. Я сейчас нажал аптечку случайно. Вот какого я это сделал? Какого, блин? Где мне сейчас аптечку найти? Вот где? А вдруг сейчас будет жесткий замес? О, хамелеон у нас умер. Как неожиданно. Играть с командой? Не, это не наш выбор. Пойти умереть? Это план капкан, да. Тактика хамелеона на ближайшие командные бои. Пойти умереть. Мог бы умереть где-нибудь поближе, чтобы я залутался, не? Хамелёш, так ты не умираешь, да? Только... О, чекайте. Он только вдали, наверное, умирает. Типичный хамелеон, чё? Ну, кстати, залутаем аптечку сейчас красивенько. Надо бы держать дистанцию, чтобы меня тут не продамажили особо. Так, арморчик залутаем. Ну, поиграем четвером, подумаешь. А есть хамелеон, нет его, какая разница? У меня есть бобер, у меня есть Джейд, у меня есть орел. По идее, этого должно хватить, чтобы победить. Но они, правда, сейчас на краю зоны решили бочки поразбивать. Это ж так... Это ж так нужно. Ну ладно, вроде как адекватный орел. Вроде остальные тоже адекватно себя ведут, радуют. Радостно. Они понимают, что на краю зоны делать нечего. Приятные. Ё-моё, а тут неудобно будет против таких... Ой-ой-ой, смотрите, какие на противнички, а. О, минус сразу мью дал. Это я понимаю, имбище. Так, закидываем. Сейчас Эдну надо минусануть тоже. Да блин, черепах, не мешай. Стоит там, выделывается. Заметьте, кстати, у них был союзник только что справа. Он просто взял и сбежал. А чё нет? А чё бы не сбежать, да? Зачем играть командно, если можно сбежать? Ой-ой-ой, а чё мы такие жесткие? Блин, я в плюс не попадаю. Ошибка. Ошибка. Да блин, чё я туда стреляю? Так, орла резаем красивенько. Какие-то очень странные. Зачем они сидели в кустах, на краю зоны? Ну ладно, сидели-то непонятно зачем. Непонятно зачем так долго. Да блин, да что ж он такой везучий? Кенгуру, хватит прыгать. Ой, блин, я в Джоуи только что попал. Или в кенгуру я попал. Нет, там Лизика это добила кенгуру. Ну вы видите, вот просто я такой везучий. Ой, опять эта стеночка, я про нее забываю, надо не забывать. Эх. Ну, в общем, да. Весело, как всегда. О, видали только что автоатака и лук просто выстрелил сам куда захотел и разбил бочку с жирафом. Нормально? А жираф в зону убежал. Конечно же, что он будет делать? То есть сидеть в бочке, минуты так 3 он сидел минимум, да, а то и 5. Ради того, чтобы потом убежать в зону и умереть? Та-дам! Логичная логичность. Ну не, ну я понимаю, зачем он сидел. Он рейтинг пытался взять, потому что его вся команда умерла. Но опять же, зачем он бросал команду и не дрался до конца? Вопрос, вопрос. Я понимаю, знаете, когда вот команду шотнули, типа, смысла их спасать нету. Но когда команду не шотают, когда вы там еще деретесь, замес идет, и тут один начинает убегать, ну такой себе. Да. Ну ладно, ребятки, видосик опять затянулся. Как говорится, на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Как говорится, покупайте Пантеру за 36 тысяч гемов, да? Без скидок. Зачем вам скидки? Мы же жесткие. Зачем нам скидки, да? Такие вот дела. Ну, а я пойду, наверное, сейчас вот это вот дичь проходить до отсюда, если повезет. Это все. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.